ли ты в дружбу между парнем и девушкой? Вокруг этого вопроса не утихают рассуждения и по сей день. Но согласись, иногда бывает так, что вы гуляете, общаетесь, проводите вместе время, как друзья, а потом в какой-то момент ты понимаешь, что чувства выросли. Ты уже смотришь на него по-другому, и это уже не просто парень по соседству. Но как сказать ему об этом? И стоит ли вообще это делать? Перед тем, как идти на абордаж, учти вот что. Искренность своих чувств. Порой бывает так, что мы хотим доказать что-то всему миру, а особенно бывшему молодому человеку. Однако наличие парня никак не возвышает тебя над другим. Еще со школы у девочек формируется впечатление: есть парень, я значима. Но это не так. К примеру, мужчина не считается более успешным, если у него есть девушка. Отношения для него – это как один из аспектов жизни, но не вся жизнь. Так что, милые дамы, если вы хотите подчеркнуть свою значимость отношениями, сразу отбрасывайте этот вариант. Лучше запишитесь на курсы веб-дизайна. Следующий факт, который стоит учесть – это ответственность. Как бы грубо ни звучало, но твои чувства – это зона только твоей ответственности. Никто, а тем более твой друг, не виноват, что вы 12 лет дружили, а потом ты поняла, что он любовь всей твоей жизни. Из этого пункта вытекает следующий. Иногда сладкие признания в любви заканчиваются горьким «прости, но мы просто друзья». И вот тут на сцену выходит ответственность. Осознавая, что твои чувства – это только твоя ответственность, легче перенести отказ. Это поможет сохранить дружбу и общение. Будет проще дать человеку время и выдержать ту неловкую паузу, которая нависнет между вами. А там, смотри, и он осознает, что теряет. Также стоит присмотреться к своему объекту обожания. В одном из наших предыдущих видео мы уже разбирали, как распознать симпатию парня. Ознакомься с этим роликом и проанализируй ваше общение. В дополнение осторожно узнайте, а хочет ли молодой человек отношений. Возможно, для него на первом месте сейчас карьера, проекты или самореализация. Будь внимательна, и парень сам выдаст все свои секреты. И последнее, но не по значимости, это осознание сути любви. Многие думают, что любить – это получать подарки, заботу, тепло и внимание. Но любить – это отдавать. Когда ты любишь человека, ты отдаешь ему время, внимание, безопасность, уют, заботу и опеку. Подумай, готова ли ты отдавать? Или же интересно только получать? Если ты прошла по этому минному полю и не подорвалась, поздравляем! Ты можешь смело приступать к признаниям. Но как это сделать? Для такого особого случая стоит подобрать соответствующий момент. Пригласи его на прогулку-свидание. Вкусная еда, веселый досуг, ваши любимые занятия, и в конце, когда сумерки уже окутают улицу, ты ему признаешься. Также это может быть какой-нибудь праздник, например, Новый год или его день рождения. Ты даришь подарок и после благодарности говоришь те самые заветные слова. Желательно, чтобы вы были расслаблены и не обременены заботами. Постарайся выбрать время, когда он не будет думать про учебу или незавершенный проект на работе. Легкая спокойная обстановка располагает к душевным разговорам. Но если страшно это делать тет-а-тет, на помощь приходят социальные сети. Тут легко подобрать нужные слова, а в случае необходимости вообще можно удалить сообщение. Однако пауза между ответами напрочь убьет твою нервную систему. Выбирать тебе. Говорить о своих чувствах очень важно и нужно. Не стоит придерживаться стереотипа «парень должен сделать первый шаг». Это все осталось в прошлом столетии с каретами и балами. Если ты хочешь определиться с вашими отношениями, просто сделай это. А дальше и заметить не успеешь, как изменится твоя жизнь. Будь смелой и бери от жизни самое лучшее. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить новые полезные советы. Пока!